на Южном Кавказе в связи с продолжающимся президентским циклом во всех 3 странах региона. Как мы знаем, если в Армении выборы состоялись, то в Грузии, в Азербайджане они еще предстоят. И эти выборы являются очень важным моментом важным этапом политических процессов на Южном Кавказе, определенного переконфигурации общественных сил. И, конечно же, любая политика, она непосредственным образом влияет и на экономическую ситуацию в регионе, потому что, вот, и как я отмечал, выборы являются тем, так сказать, узловым моментом, который актуализирует разнообразные требования различных групп, предоставляют возможность различным группам элит заявить о своих каких-то претензиях, и в условиях неурегулированности ряда конфликтов, прежде всего, конечно, Нагорно-Карабахского, вот, процессы подготовки к выборам в ряде стран оказывает непосредственное влияние на вот ту напряженность, которая существует вокруг неурегулированных конфликтов. Это, с одной стороны, это политика. С другой стороны, экономика. Вопросы экономической интеграции, они приобретают достаточно серьезное звучание в связи с, если не прямо конкурирующими, то, по крайней мере, альтернативными проектами интеграции, которые предъявляются со стороны внешних сил, предъявляются внешними силами, и, скажем так, силами, вовлеченными в события на Южном Кавказе и так или иначе заинтересованными в их определенной динамике. Речь идет о Евразийском союзе, с одной стороны, который продвигается Россией, и, с другой стороны, проект в разных формах и восточное партнерство, и соглашение об ассоциированном членстве, которое продвигается, соответственно, Европейским Союзом. Надо сказать, что оба проекта, на мой взгляд, не вполне сформированные, потому что и Россия испытывает определенные проблемы, и Европейский Союз, как мы знаем, находится в кризисе. И это все, конечно, отражается на их подходах к взаимодействию с партнерами на Южном Кавказе. На мой взгляд, есть тенденция к тому, чтобы все эти проекты, евразийский, европейский, рассматривались без каких-то завышенных ожиданий, рассматривались исходя из прагматизма и тех конкретных выгод, которые они дают экономике той или другой страны. Вот. Ну и третье, это, конечно, гуманитарный аспект, культурный аспект, информационный аспект. Не все сводится к экономическому прагматизму. Вот. Это, конечно, все хорошо, но экономический прагматизм, экономические проекты должны идти рука об руку с культурным взаимодействием, с информационным взаимодействием, с диалогом обществ, что очень важно, с одной стороны, особенно важно для российско-грузинских отношений, потому что в условиях отсутствия дипломатических отношений и той ситуации, которая сейчас есть, неразрешимости прямо противоположных подходов сторон к абхазскому и юго-осетинскому к абхазскому и юго-осетинскому вопросу, общественный диалог, ну и частичное восстановление экономических связей являются тем каналом, который помог бы все-таки нормализовать отношения между двумя странами. Это трудная задача, скажем, задача свести парламентариев трех, по некоторым, согласно некоторым оценкам, уже 5 независимых государств, а если мы еще де-факто существующий Нагорный Карабах, то, так сказать, вообще больше будет. Вот. К тому же нужно иметь в виду здесь, на мой взгляд, что политическая структура каждого из 3 государств Южного Кавказа, она не ограничивается только вот парламентами, скажем, и другими органами, так сказать, исполнительной или законодательной власти. Есть еще многочисленные, довольно сильные, развитые представители гражданского общества. Есть различные страты социальные, конфессиональные, национальные во многих государствах, в которых, на мой взгляд, участие их
вот в таком гипотетическом общекавказском форуме, это нужно соответствующим образом продумать и предусмотреть, и определить как бы те задачи и те цели, которым будет посвящен, которым могло бы быть посвящено это мероприятие. Так что задача серьезная, но, на мой взгляд, при наличии доброй воли и интересов, и соответствующей организационной поддержки, и главное, ясного понимания целей и задач, весьма, так сказать, продуктивная, и это та идея, которая может в условиях существования линий напряжения в регионе, она могла бы, так сказать, повысить некий уровень конструктивного взаимодействия и хотя бы частично снять имеющиеся напряжения. На мой взгляд, мысль о том, что страны, регионы и общества могут обойтись собственными силами без привлечения внешних игроков, она, конечно, заманчивая, но она в настоящий момент слабо реализуемая, потому что вся логика того, что происходило на Южном Кавказе в течение 20 лет, все эти процессы были непосредственно связаны с укреплением влияния внешних игроков, которые имело самые разные формы, зачастую не всегда конструктивные. Мы, например, прекрасно помним и ситуацию, связанную с тем, что происходило в Грузии в начале 2000-х годов, перед началом Второй Чеченской войны. Это же тоже имело и существенное внешнее измерение. Мне кажется, что тут нужно вести речь о гармонизации, об оптимизации этого внешнего участия, о том, чтобы внерегиональные силы все-таки договорились, конечно, при непосредственном участии и государств, политических субъектов Южного Кавказа, чтобы договорились о неких правилах игры, переходить за которые чревато. Чревато хотя бы в силу сложности, сложносоставного характера этого региона, в силу того, что он связан непосредственным образом с Северным Кавказом. Это граница, которая есть, она, конечно, есть на карте, но весьма условно. И непосредственно то, что происходит на Южном Кавказе, затрагивает интересы России. Россия не может оставаться безучастной к тому, что происходит у южных соседей. И, соответственно, рамки должны быть строго, достаточно четко оговорены. Что касается моделей взаимодействия, то, знаете, активность Европейского Союза, она, как говорится, имеет место быть, но не всегда те авансы, которые раздает Европейский Союз, не всегда он способен их подкрепить как конкретными делами. Без, скажем так, интенсификации экономического, промышленного развития стран региона, и Грузии, и Армении, и Азербайджана. А я скажу, что в советское это время Армения была в известной степени технологическим лидером Южного Кавказа, что во многом, кстати говоря, обусловило выживаемость республики в суровых условиях начала-середины 90-х, блокады, войны с Азербайджаном на взаимное истощение. Мне кажется, что все-таки была интегрированность Южного Кавказа в единый советский общехозяйственный механизм, она предполагает приоритет европейской интеграции, ее большая эффективность, конечно, при условии того, что этот проект будет евразийский проект будет в большей степени проработан, в большей степени будет иметь комплексный характер и будет иметь большую, скажем так, привлекательность для обществ Южного Кавказа. В Армении выборы прошли, поствыборные процессы, связанные с активизацией, серебряного призера этих выборов Рави Афанисяна, они тоже, видимо, подходят к какому-то заключительному периоду. Сейчас для Армении актуальная задача – это формирование нового правительства и те задачи, которые будут поставлены в социально-экономическом плане. Потому что ситуация в Армении достаточно сложная, это собственно, никто не скрывает.
миграционные процессы, которые являются, так сказать, индикатором вот, состояния общества, не только экономики, но, скажем, общественного сознания, там, они не прекращаются. Вот, поэтому очень важно, каким будет новое правительство Армении и каким образом будет реформирована, скажем так, действующая властная система, которую многие наблюдатели в самой же республике называют кланово-олигархической. Здесь есть некоторые позитивные подвижки, и мне хочется надеяться, что эти подвижки в ближайшее время будут еще более очевидными. Михаил Саакашвили и его единое национальное движение, они вряд ли смогут оправиться после полученного поражения, в том числе и потому, что значительная часть легитимности режима Саакашвили была вовне республики, а не внутри ее. И, соответственно, утратив внешнюю поддержку, а он не мог со временем ее не утратить, это совершенно очевидно, он автоматически стал хромой уткой. Поэтому я не думаю, что действующий грузинский президент предпримет какие-то резкие шаги по распуску парламента или отставки правительства. У него такое окно там возникает, как вы знаете, в апреле, как раз вот в начавшемся апреле. Я все-таки не думаю, что это произойдет. Другое дело, что перед Грузией тоже стоят очень серьезные задачи. Проблемы там сходны с проблемами Армении во многом, несмотря на то, что Грузия находится в гораздо более комфортном геополитическом положении, является коммуникационным ядром региона, имеет выходы к морю, значит, интегрирована во многие коммуникационные проекты с Азербайджаном, с Турцией. Кстати говоря, от этого есть не только плюсы, но и минусы. Грузинское руководство становится во многом заложником, в том числе и новому руководству Грузии досталась вот эта проблема от предшественниками, что, разорвав отношения с Россией, в том числе экономические по максимуму, они перешли в разряд зависимой стороны от своих более сильных и более напористых и в экономическом, и не только в экономическом плане соседей. Что касается Азербайджана, то здесь, мне представляется, нету особых причин для того, чтобы президентские выборы, предстоящие там в октябре, пошли по какому-то, скажем, экстремальному сценарию. Такого, конечно же, нет. Но то, что происходит, те общественные выступления, те, скажем, коррупционные скандалы, которые периодически выплескиваются на поверхность, они свидетельствуют о том, что в Азербайджане тоже происходят определенные процессы, которые могут оказать влияние, в том числе и на страны окружающие, на страны соседей Азербайджана. Это важно для России, потому что Дагестан наиболее проблемная, так сказать, наиболее проблемный субъект Российской Федерации, имеет протяженную общую границу с Азербайджаном. Мы знаем, что в последнее время, так сказать, было несколько признаков, несколько трендов, свидетельствующих об определенном охлаждении связей и, так сказать, уровня диалога между Москвой и Баку. Здесь, конечно, такой индикатор – это история с Габаринской РЛС, хотя не только. Вот. Мне кажется, что Россия заинтересована в том, чтобы события в Азербайджане, предвыборная кампания, сам процесс выборов и то, что все, значит, возможные поствыборные процессы, скажем, некие протесты, которых исключать нельзя, чтобы все это проходило в мирных, демократических, конституционных рамках.